Отношение к бренду не поменялось, но аналогов нет. Две камеры на 8 и 5 мегапикселей, во всяком случае так заявлено производителем. Микрофон, слот под физическую сим-карту, брутальный внешний вид, защита от влаги IP67, 3 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенной памяти, древний процессор и еще более древний Bluetooth модуль. Wi-Fi, конечно, на борту. Это однозначно игрушка для школьников или гиков. Зачем вам о ней знать? Предупрежден, значит вооружен. Плюс, одни такие часы я разыграю, новые, а условия, как всегда, будут в ролике. Сейчас расскажу. Tube 738, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Сейчас, кстати, там распродажи и промики более чем хорошие. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам об уже не новых умных часах Lemfa Lem 12. Я их тестировал около 2 месяцев, все ждал, пока не погибнут от старости, но нет, они выжили, поэтому пока нейтральный обзор, а в конце будет уже разнос. Внутри упаковки самое интересное — это крестовая отвертка, которая идет в комплекте. Точнее, отвертка для монтажа внутрь часов сим-карты формата Nano SIM. Далее идет зарядное устройство для смарт-часов, имеющих, кстати, встроенный аккумулятор на 900 мАч. Зарядка, совмещенная с пауэрбэнком на 900 мАч, которого хватает, чтобы зарядить часы полностью. Две встроенные камеры на 8 и 5 мегапикселей с поддержкой фото и видеосъемки. Диктофон, поддержка разблокировки часов по лицу, которая так себе работает. Полноценный Android 7 версии, 3 гигабайта оперативки и 32 встроенные, как я уже и говорил. Поддержка сотовых сетей 4-го поколения, проще говоря 4G. Поддержка полноценных вызовов с помощью часов без необходимости подключения смартфона. Чувствительный виброотклик, 9 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, бег на беговой дорожке, велоспорт, баскетбол, футбол, пинг-понг, бадминтон, прыжки на скакалке. И вы заметили, что там нет плавания. IP67. Странно, правда? Поддержка GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Нереально древний Bluetooth. Защита по стандарту IP67, но про нее я вам уже сказал и буду еще несколько раз напоминать, что это точно ненадолго. Будете их топить, они умрут. Если смотреть только на характеристики, возникает непреодолимое стремление приобрести себе экземпляр, так как подобного набора железа и функций за эту цену нет ни у кого из конкурентов. Да в принципе конкурентов в этом сегменте нет. С физическими сим-картами. К вышеперечисленному стоит добавить поддержку измерения частоты пульса и отслеживания качества сна. Правда, с ними спать невозможно, они слишком большие. Экран отличный, размером 1,6 дюйма с разрешением 400 на 400 пикселей. Он имеет физический размер 50 мм. Сделан по технологии IPS, он неприлично огромен. Габариты и вес вы сейчас видите на экране. На женской руке будет смотреться как минимум диковато, да и не все мужские руки будут в восторге это дело надевать. Большие они. Здесь нужна серьезная массивность. Ремешок стандартный, быстросъемный, имеет ширину 22 мм. Гибридный, верх кожи, низ резиновый. Мозги, 4-ядерный процессор от Mediatek MT6739 с частотой до 1,5 ГГц. Производитель заявляет о поддержке погружения в воду глубиной до 1 метра, так как эти часы защищены по стандарту IP67. Но я в них не плавал, после утоплений они жили, хотя доверия к этому заявлению у меня не прибавилось. Мне кажется, они довольно быстро от воды могут погибнуть. Слот для сим-карт отвинчивается простой крестовой отверткой и имеет под крышкой маленькую резиновую прокладку. Встроенный аккумулятор мощностью 900 мАч по заявлению производителя позволяет часам работать в режиме ожидания до 72 часов и до 24 часов в активном режиме. В реальности время жизни часов значительно меньше, в разы. Для примера, в режиме ожидания часы потеряли примерно 11% заряда за 4 часа при отсутствии сим-карты и подключении лишь по Wi-Fi, так что владельцы могут рассчитывать на срок работы менее суток. Все зависит от активности пользования часами. Полная зарядка часов занимает порядка 3 часов. Есть, правда, опциональное зарядное устройство со встроенным пауэрбэнком на 900 мАч, но это все припарка для трупа. По факту, для зарядки часов вам придется снимать с руки часы и держать, например, их на столе, так как толщина зарядного устройства около 18 мм, и в дополнение к толщине самих часов в 17 мм получается достаточно толстый бутерброд. На руке такое изделие однозначно не поносишь. По часам можно разговаривать с помощью встроенного динамика и динамика
динамик и микрофон здесь в принципе неплохие. Производитель говорит о разрешении камер в 8,5 мегапикселей, но программа AIDA 64, которую довольно сложно обмануть, утверждает, что только боковая камера имеет заявленное производителем разрешение на 8 мегапикселей. Фронтальная же камера имеет разрешение в 0,3 мегапикселя. Ничего такое расхождение, правда? Судя по качеству фотографии, так и выходит, если не меньше. Пульс-часы меряют, как и все такого плана устройства, с довольно большой погрешностью, а точнее вообще рандомно. Есть поддержка карт Google, но как и большинство имеющихся приложений, они не оптимизированы под круглый дисплей часов и оптимизированы никогда не будут. GPS-модуль, конечно, на борту. Сигнал ловит достаточно быстро. Края сообщений, надписи, знаки и символы часто пропадают за границей экрана. YouTube есть, но обрезан по краям. Поддержка мессенджеров тоже есть, но для ответа клавиатура частично находится за пределами экрана, да и прочитать что-либо в приложении, не оптимизированном для круглого экрана, становится довольно сложно. Русский язык, конечно, на борту, Face ID на борту, но больше для вида. Разблокируется почти любым лицом, умнее будет пользоваться здесь графическим паролем. Wi-Fi, Bluetooth и сеть работает. Приложения пусть коряво, но устанавливаются. Габариты аморальны. Конечно, с них можно смотреть фото и видео и ползать в интернете. На деле емкость аккумулятора всего 630 мАч и деградирует он крайне быстро. YouTube и TikTok смотреть можно тоже. Экран приятный и большой, пусть и не оптимизированный. С уведомлениями проблема у всего. Брака море, отзывы на Али накручены продавцом. Верить им нельзя. Я, конечно же, сам себе эти часы не покупал. Мне их заслал производитель. Но, как вы помните, их можно выиграть. Цена по ссылке в описании к видео $129 с бесплатной доставкой. И, конечно, при использовании промокода. Сейчас сейл на Али. Мои промики на скидку, напоминаю, в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую. Ровно 400 обзоров назад у меня был обзор на их модель LEM 10 4G. В принципе, ничего не поменялось. Я такое советую обходить стороной или подарить врагу, чтобы мучился. А для того, чтобы выиграть такие новые часики, которые можно потом, если что, перепродать, вам нужно написать в комментарии ответ на вопрос: делать ли обзоры на такое? Спасибо за просмотр. Завтра обзор на игровые ТВС, послезавтра на Poco M3. Ставьте лайк за труды и подписывайтесь. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.